Как найти сотрудников, если на объявление практически никто не откликается? Далее объявление на нескольких сайтах, результата нет уже третий месяц, как быть? Первое, когда вы даете объявление на нескольких сайтах, и хотя бы неделю, максимум неделю никто не отвлекается, вы должны понять такую вещь. Здесь рыбы нет. Эта штука не работает. Что это означает? Это означает, что людей нет? Ну, зайдите на сайт, посмотрите, что это за сайты. Если это топовые сайты, там какие-нибудь monster.com, indeed.com, если говорить про американские, да, но в каждой стране там есть свои сайты по работе. Обычно там миллионы или десятки миллионов соискателей активно ищут работу. Если вы на такой сайт даете объявление, то есть две причины. Первое. Ваше объявление никому не интересно. Вторая причина. Ваше объявление никому не интересно, но умеренно интересно, скажем так, но оно слишком быстро улетает куда-нибудь в подвал, потому что одна из особенностей таких сайтов, вы даете объявление, так как объявлений дается много, иногда тысячи в день, то ваше объявление, если вы его даете бесплатно или мало за него платите, то оно очень быстро улетает куда-нибудь в пропасть, и его никто не видит из потенциальных кандидатов. Поэтому, но первое, над чем я поработал, над самим объявлением. Посмотрите на ваше объявление. Насколько оно привлекательно для людей, которые вы ищете. Привлекательно – это не только размер зарплат. Но иногда делают даже такую глупую ошибку, что, например, они ищут человека на определенную профессию. И в объявлениях на эту профессию все указывают средний размер зарплаты. А вы берете и не указываете. Ну, ваше объявление гарантированно просто всех будут игнорировать. Потому что они смотрят на него, они не знают вашу компанию. Везде на позицию кассира указана средняя зарплата. У вас не указано – до свидания. Или у вас указано на меньше средней. То есть посмотрите, если в объявлениях вашего типа указывается зарплата и определенные бонусы, то вам надо указать зарплату и определенные бонусы. И уж лучше вам постараться и сделать так, чтобы эта зарплата, средняя зарплата и бонусы соответствовали рынку, потому что если они не соответствуют, какой смысл людям вообще насмотреть на ваши объявления? Это первый момент. Второй момент. Посмотрите на ваше объявление с такой точки зрения. Предположим, там зарплата, бонусы, все в среднем указано. А насколько оно привлекательно, насколько оно вызывает эмоцию, насколько оно вызывает интерес? Может быть, это просто кусок унылого Г, типа кассир, зарплата, работа по расписанию. Все. Ни что за компания, ни почему я должен туда пойти, ни что там я могу дополнительно получить. Может, это какая-то огонь-компания, какая-то она очень интересная, там занимается развитием... Я не знаю, понимаете, посмотрите на это. Но правило здесь в объявлениях по найму такое же, как правило в отношении рекламы. Если она не привлекает внимания, если она не доносит, не дает никакой ценности, ну, то есть, грубо говоря, предложение, которое там есть, не выглядит ценным, то, конечно, на него никто не будет реагировать. Если у вас эти два пункта в порядке, посмотрите на третий, не завышены ли требования, потому что я вижу кучу объявлений, в которых какие-то безумные завышенные требования. Там, не знаю, они хотят кассиров с высшим образованием. Дураки, что ли? Зачем кассиру высшее образование? Или продавца, там, не знаю, продавца электроники с высшим образованием. Зачем продавцу электроники высшее образование? Да, он должен быть веселым, жизнерадостным, общительным. Это важно. Но высшее образование... Ему даже среднее образование не нужно, на самом деле. Он должен уметь читать и писать. Вот тебе и высшее образование. Посмотрите, не завышаете ли вы требования на самом деле. Это следующий момент. Смотрите, в объявлениях, в рекламе очень редко бывает удача с первой попытки. Такого практически не бывает. А это значит, что вы экспериментируете все время с объявлениями. То есть вы сделали объявление, 3 дня никто не откликнулся. Да это просто трэш. Вы его должны изменить. Изменили, опубликовали, 3 дня никто не откликнулся. Трэш. Изменили, опубликовали. Когда мы занимаемся, например, рекламой, мы десятки попыток делаем для того, чтобы найти работающее объявление. Вот и все. Времена, когда мы давали объявления просто какое-либо, и народ выстраивался в очередь, они прошли. Да, я помню, это было в конце 90-х. Ну, извините, прошло уже больше 20 лет. Сегодня это совсем не так. Сегодня, чтобы привлекать людей, нужно действительно... Ваши объявления, они должны быть прямо огонь. Они должны быть привлекающими внимание, заинтересовывающими, такими, чтобы на них захотелось откликнуться и так далее. Это довольно серьезная работа.